Приветствую всех у себя на канале. Давайте мы сегодня посмотрим следующие шаги вашего мужчины, вашего загаданного человека по отношению к вам. Будет ли он что-то делать, проявлять себя или нет. Если да, то каковы будут эти его действия. Давайте посмотрим. Так, что здесь выпало? Луна была изначально перевернута, но все-таки открылась нам, поэтому откроется какая-то тайна. Проявится мужчина, мужская руна, да, тоже. Был скрыт, не выходил на связь, проявится. Так. Ну, давайте начнем. Если кому интересно, да, веканские руны, смотрим. Читаются только те руны, которые открылись нам, да, все, что закрыто, мы не читаем. Но сразу обращу внимание, пока искала все открытые руны, скажем так, перевернулись две руны. Сначала Луна, потом руна мужчины. Это означает, что он, может быть, какое-то время не выходил на связь, но тем не менее он откроется и проявится, покажется вам. Не было общения. Вот одна точка. Здесь не выпадает руна женская, которая символизирует вас, но тем не менее я думаю, что вот эта вот точка, это единица, это когда что? Когда человек один, да, изначально какой-то этап развития, здесь вот точка отсчета, но это вы, да, то есть вы, может быть, не знали о нем какой-то информации, не общались с ним. Скорее всего, была ссора. Вот эта карта споров. И еще здесь вот это такое, как серп, да, как коса. Могла быть ссора, могла быть обида с вашей стороны, недопонимание. Очень много обстоятельств, препятствующих. Вот знаете, вот прямо вот он мог злиться на вас, злиться. Могла произойти конфликтная ситуация, он спрятался, скрылся, мог не выходить на связь с вами, что-то там манипулировать вами. Вы тоже злились, вы тоже обижались. Могли так сетовать на то, как сложились обстоятельства. У каждого эти обстоятельства свои. Почему вот все произошло, почему все так произошло, вы могли не понимать. Ну, как так могло получиться? У вас изначально было больше желания помириться, объединиться, как-то двигаться к гармонии, прояснить ситуацию. Здесь вот по этим трем рунам, мужчина руны, вот этот вот манипуляции его, споров, вот эти вот вместе в сочетании этих рун может говорить о том, что он очень бывает экспрессивен, агрессивен, такого холерического темперамента, как-то вскочил, побежал или сначала сделал, не подумавши, да, потом подумал, но уже поздно. Но тем не менее, вот эта карта колец говорит о том, что он одумался и тоже стремится с вами объединиться. С его стороны вот еще треугольник выпадает. У кого-то во время вашего неконтакта он мог общаться еще с кем-то, ну, с третьей стороной, с другой женщиной, если конкретнее говорить. Могло такое быть, но тем не менее, все-таки он потом, этот треугольник лежит отдельно. Да, было, да, в прошлом было такое, да. Могла быть измена, ну, я не знаю, измена в прямом смысле, либо измена в плане общения, просто общения, да, может быть, там с кем-то знакомился, кроме вас, пока с вами не общался, но как-то оно все равно отошло в сторону. Было у него принятие решения, вот это вот перекресток, руна перекрестка, думал он, и все-таки пришел к выводу, что вот эта карта, руна урожая, что вы для него более ценная. А здесь картина такова, что в какой-то момент могло прекратиться общение с этим мужчиной, он пропал из вашего поля зрения, перестал с вами общаться, потому что в это время общался с кем-то другим, с другими девушками или с одной другой девушкой, или вообще мог заводить различные знакомства. И это ситуация, что называется, которая тоже причиняла вам боль, вы не понимали, что происходит.
Эта ситуация, она, знаете, здесь могла отыграться только для вас в плюс, потому что, сравнив и перебрав варианты, он понял, что вы для него урожай. Вот он принял выбор какой? Принятие решения о том, что есть ценность. Ценность какая? Ценность это вы, вот эта вот точка. Здесь есть момент, примете вы его назад или нет, зная или предполагая такую ситуацию, но тем не менее, вот, вы знаете, как бы то ни было, он откроется, он появится в вашей жизни в ближайшем будущем, в вашем вот поле зрения, в вашем окружении. Проявится с чем? С тем, чтобы помириться и наладить отношения. Но вы, в принципе, тоже склонны вот отношения сгармонизировать. Хотя, конечно, по косе вообще хотите, чтобы это произошло как можно скорее, потому что все-таки вы переживаете. Вот у вас может такое чувство быть, ну как так, ну почему так происходит, ну что случилось, ну там что я сделала не так. Можете вот как-то и себя обвинять в чем-то. Кстати говоря, ну если вы там себя как-то некорректно повели, вы можете обвинять себя в том, что это могло явиться причиной его отдаления, да, но он, если он был на вас обижен, понятно, он мог с таким характером пойти, ну вот раз она не хочет, да, тут много у меня и так поклонниц, и, в общем, мог как-то самоутверждаться за счет других девушек и женщин, но вот я уже сказала, все равно принял, скажем так, походив, погуляв, поглядев, он все равно понял, что он без вас не может. И вот он в итоге к вам или вернулся, или вернется. Здесь такая вот информация. Но давайте еще дополним. Хочется мне дополнить. Такой он у вас, конечно, палец в рот не клади, хочется сказать. Но все равно хочет к вам. И, судя по руне гармонии, вы его тоже хотите принять. Давайте посмотрим на оракуль фей. Еще какие-то подсказочки в ваших отношениях. Давайте положим 3 карты на него и на вас, и что между вами. Вот это будете вы в этой ситуации. Это будет он. И между вами, что между вами, да? Может быть, сейчас как-нибудь еще информацию раскроем, потому что мы поняли, что было вот такое вот у вас неприятное событие. Так, на вас. Слушайте, ну, вы его все равно как загипнотизировали. Вот если бы не было карты мастера, выпадает карта дудочник, это есть такая известная легенда, и здесь эта карта говорит примерно то же самое, что был такой дудочник, который играет на этом музыкальном инструменте своем или на дудке, да, он увел за собой целую деревню детей, но если хотите, почитайте, да, легенда про дудочника. Ну, это гипноз в целом, говорится. Вот если бы не было карты мастера, я бы подумала и сказала бы, что это вы под гипнозом, но здесь мастер выпадает на вас. О чем это говорит сочетание всех этих карт? Ну и вот здесь еще карта подсознания, о том, что вы завладели его сознанием, вы мастер. То есть вы его очень сильно привлекаете, как бы он где там ни ходил, ни шатался, он все равно придет к вам. Потому что вы дудочник, вы его за собой ведете. То есть, грубо говоря, если вы уйдете и на него не обернетесь, он за вами все равно пойдет. Как бы он здесь не переворачивался по рунам, не отворачивался, все равно он сделает перекресток, да? Где бы, на каком жизненном пути, на каком перекрестке, на какой дороге он не оказался, он все равно по вашему звуку, по вашему зову, по вашему голосу, я не знаю, все равно за вами придет. То есть вы над ними имеете власть. Что у него выпадает? Ну вот он и идет за вами, путешественник. Это похоже на карту шута, да? Все, наверное, знают уже. Хоть в пропасть за вами. Ну, он сам понимает, это вот дуб здесь, да? Ну, здесь такие существа интересные, фейри и так далее, лес и все, что с этим связано. Это корни. Он понимает, что он к вам привык, по крайней мере. Тем более, если уж вы в браке, тем более, если вы в паре.
Но это такой мужчина, который может заглядываться на других, может, да, могут они его привлекать, но опять все это он может привлекать, но все равно он душой к вами, он все равно пойдет за вами. Я не знаю, я уже говорила, примете вы его или нет, это другой вопрос. Это ваш вопрос, это ваше решение. Но вы для него все равно будете главная девушка, главная женщина его жизни. Он идет здесь за вами. Что между вами? Импульс большой, вот большой импульс. Может быть бурное примирение, бурное обсуждение вот этой ситуации всей, которая произошла. А вот еще хорошая здесь карта. Ну как хорошая, в данной ситуации такое здесь. Ну, в примерном переводе Undressing of a Salad. Эта карта говорит о том, что из готового салата заправку для салата нельзя изъять обратно. Да? Нельзя смешать салат обратно, нельзя поправить то, что непоправимо. Да? Вот что-то такое было. Действительно, за ним был грех, за ним был косяк. Ну, такой вот он человек. Сильное его стремление к вам, ну и вас к нему также. Вы его ждете. Вот я вижу опять по этой карте, что вы его ждете, ожидаете. И хотите, чтобы он как можно скорее вернулся к вам. Вот я не знаю, что здесь такое происходит, как вы его примете после того, что он там где-то, как вы предполагаете, или, может быть, вы не знаете. Ну, скорее всего, если ваш мужчина видный и привлекательный, вы знаете, в чем, да, в чем дело, куда он пропадал, почему он пропадал, но тем не менее вы все равно готовы принять его назад. И эта карта ожидания здесь об этом говорит, и здесь руна гармонии говорит, и ваше взаимное стремление здесь не только у вас, но и у него вот объединиться опять, потому что вы друг без друга не можете. Как бы там ни было, что бы ни было, да, прошлое поправить нельзя, что было, то было. Вот как было, так, ну, я здесь по раскладу вижу, что вы его ждете, что вы его примете, а он просто без вас не может. Ну, вот такая здесь ситуация. Пишите ваши комментарии, предлагайте ваши темы для общих раскладов. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания.